Привет всем, друзья! С вами Наташа и канал «Замуж в Индии». Опять я сейчас хочу попросить Парама в самом начале видео показать себя в полный рост во всей красе. Ребята, поздоровайтесь с нашими зрителями. И Парам, расскажи, пожалуйста, куда мы идем. Парам пошел тортик забирать. Примерно неделю назад у них и был день рождения. И сегодня она пригласила нас на обед, на праздничный обед. Будем отмечать все вместе. Hi. This is our Hi. Good afternoon. Sir, मेरा wife, मेरा बीबी. Наши постояльцы. नहीं हो रहा अभी बात नहीं करेगा. Так, а вот, собственно, тортик. Can I show? Это или уже запечатано? Хочу уже пэк. Ну окей, потом покажем. Парам идет по главной улице, по главной дороге с тортиком в руках. И все его останавливают, все спрашивают, а куда ты идешь? Кому торт? У кого день рождения? Что случилось? И вот всем нужно объяснять. Он попросил у девушки, у кондитера кулек. Она говорит, нет у меня кулька. Ну и кулек он попросил именно с этой целью, чтобы скрыть, что он несет в руках. А то мы так долго будем добираться до нашей нужной цели. Может быть, кто-то не смотрел эту серию. Мы Нихе уже подарили основной подарок. Это сумка. Ей очень понравилась. Она осталась довольна. Ну а сегодня идти как бы на праздник с пустыми руками как-то не камильфо. Я Парам предложила, давай купим ей цветы, букет цветов. Парам говорит, ты что, Наташа, ей такое не понравилось, зачем ей эти цветы нужны? А я вспомнила, на мой день рождения Бавин мне подарил розы, и он еще, знаете, так преподнес, говорит, мол, я сам рвал эти розы где-то в саду, вот посмотри на мои руки, там царапина. Ну, я так поняла, что это он все придумал, но Парам как бы вспомнил, говорю, ну вот Бавин, он же индиец, подарил, значит, дарят здесь цветы. Она говорит, ну, просто потому что ты иностранка. На самом деле, да, здесь иногда дарят цветы, но вот как бы от нас она бы не была в восторге от букета цветов. Другое дело, если там ее муж там в начале отношений, это, может быть, бы ее порадовало. А так говорит, нет, говорит, давай торт купим. Ну, я говорю, хорошо, ты лучше знаешь. Послушаюсь тебя, мой дорогой муж. Да, мы сейчас с вами идем по главной улице. Вот показываю, какие у нас здесь имеются развлечения. Много туристов сегодня приехало, так как суббота. Вот, и я продолжаю получать периодически комментарии с вопросом, а зачем вообще сюда приезжают люди? Зачем сюда приезжают туристы? Что здесь вообще делать? В этом Матеране. Так что в очередной раз объясняю. Вы видели вообще индийские города? Насколько в них шумно, насколько загазовано, насколько жарко. А у нас в Матеране, в горной местности, очень комфортно. Отличный климат. Вот видите, можно прокататься, кстати, на лошадках. Тоже многие от этого получают удовольствие. Прогуляться, посмотреть красивые пейзажи. Это я сейчас иду с вами по главной дороге. Здесь, да, здесь некрасиво, но стоит чуть-чуть углубиться в джунгли. Там очень много панорамных площадок с прекрасными видами. Ну и многим это нравится. Просто отдохнуть, знаете, разгрузиться, поменять обстановку. Ну и действительно, да, здесь у нас, почему у нас здесь ценится Матеран? У нас здесь отсутствует всякого рода транспорт, загрязняющий окружающую среду. Это тоже немаловажно. У нас иногда останавливаются люди надолго, на неделю там, или на 2, для того, чтобы вот как-то улучшить состояние своего здоровья после перенесенных заболеваний. Вот. Ну а сегодня, к чему вообще я начала это рассказывать, как я сегодня проснулась утром. Ой, друзья, в 4:30 я проснулась. Сначала я уже вам рассказывала, что я чутко сплю, просыпаюсь от каждого шороха. Ладно, я буду вам показывать людей, а не себя. Вот, кстати, еще одно из развлечений. Можно портретик заказать у местного художника. Но тут еще пока не на что особо смотреть. Вот девочку рисует. Окей, thank you. Так вот, просыпаюсь, значит, слышу, что на 2-м этаже дверь открылась. И буквально через 10 секунд я услышала такое вот протяжное «Ом,
Ом. Короче говоря, вы поняли, у нас остановились любители йоги. Но я не знаю, надо будет спросить, неужели он каждое утро свое начинает в 4:30 с такого вот песнопения. Потом, значит, он где-то полчаса ом. А я уже спать не могу, я уже не могу уснуть в такой обстановке. Мои нормально, что Парам, что Артур, они спят. А я слушаю этот ом, медитирую за компанию. Вот, потом он включил, я не знаю, или на телефоне он включил, или что это такое, какой-то вот специальный такой вот и как инструмент, знаете, как будто бы звон колокола, вот тоже ритмично повторяющийся, какая крупная обезьяна. Вот, но, видимо, он устал произносить сам ом, и он вот стал медитировать под вот этот вот звук. Потом он включил громко, это где-то в 5 часов, громко включил мантры. Вот такое вот у нас прекрасное сегодня утро. И они еще остаются у нас еще на одну ночь. Еще на следующую ночь мне предстоит такое же развлечение. Вот видите, кто для чего приезжает. И, конечно, некоторые приезжают для того, чтобы в компании посидеть, пообщаться, выпить, песни попеть. А кто-то поет вот мантры. В этом отеле Ниха будет отмечать свой день рождения. I'm never been here. Я никогда здесь не была. Парам говорит, он тоже первый раз заходит в этот отель. It's a vegetarian, non-veg, veg, non-veg. Вегетарианские блюда будут в качестве угощения. Так, мы даже, видите, не знаем, куда дальше идти. Смотрите, какая красота. Сделаю небольшой обзор. Кришна и Радха, видите? Это значит, что этот отель любят гуджаратцы. Значит, вот видите, здесь спортивная площадка, волейбольная спортивная площадка. Елка здесь, посмотрите, растет. Я так понимаю, что на Рождество и на Новый год ее наряжают. Так, дальше. Ну, тут уже можно выключить, наверное. Как-то дорога в банкетный зал не очень привлекательно выглядит. Оп, выключаю. А вот и все. Ай, Ниха, happy birthday. Ну, мы уже поздравляли, уже неделя прошла, но все равно. Happy birthday to you. Good dress. You look nice. Красивое платье, говорю. Nice. Thank you. О, Ниха оценила мои украшения. Видите, кстати, да, я сегодня даже украшения надела на себя. Вот, мы сейчас находимся на детской площадке. Тут еще бассейн. О, very nice hotel. Огромный бассейн. Триша, какая красивая. Say hi. Wow, супер. Today you look so nice. Say thank you. А это ее мама. Я до сих пор не знаю, как ее зовут, потому что она всегда, вот даже бывает, Парам звонит. Hi. Звонит Нихе, а поднимает трубку она, потому что Ниха там посуду моет или стирает. И она говорит, ой, я не Ниха, я это Тришина мама. Ну, она даже никогда не представляется по имени, поэтому вот я не могу запомнить. Так, это муж. Папубай. Good afternoon. Муж Нихи. И это Байвин. Еще должна быть сегодня Приянка. So, Приянка not coming today. И знаете почему? Я сейчас расскажу почему. Я уверена, что многие из вас будут очень рады услышать эту новость. Многие из вас переживают за Приянку, точнее за ее дочку. Так вот, друзья, кстати, спасибо вам большое. В комментариях было очень много теплоты, много сочувствия, много слов поддержки и много советов, рекомендаций. Вы делились своими историями. Спасибо вам большое. Вот, друзья, значит, новость, собственно. Буквально позавчера Приянкина дочка перенесла операцию, и теперь она слышит. Операция прошла успешно. Пока, подробности я не знаю, но их уже выписали. Они сейчас находятся дома, здесь в Матаране. Не может, да, понятное дело. Сейчас Приянка вместе со своей дочкой
гулять на днях рождения. Совсем мало времени прошло. Так, у нас, видите, совместная фотография. Сейчас. Пора, покажи фотографию. Вообще супер. Так, я думаю, вам видно? Какая классная фотография. Посмотрите. Мужчину попросили, чтобы он сделал фотографию, а получается не была перевернута камера. Короче, он селфи сделал. А я говорю, давай сейчас быстрее проверим. Ну, знаешь, когда большая группа фотографируется, кто-то там глаза закрыл, кто-то там, я не знаю, как-то скривился. Да, надо проверить. Good photos, да? Все, сейчас перефотографировались. Я еще хочу, чтобы Парам меня снял рядом с розами. Красиво здесь. Раз я сегодня нарядилась, надо воспользоваться моментом. У нас есть еще 15 минут. 15 минут до обеда. А как они пахнут! Боже мой, Парам. Да. Very Sweet smell. very beautiful. Very beautiful. Вот девушка какая красивая. Посмотрите, тоже сарафан у нее красивый, яркий, мне нравится. Фотографируется. Hi, Prisha. А я сегодня думала надеть сари. Думаю, зачем у меня столько много сари, а я их практически не ношу. А потом, знаете, что решила? Что если я надену сари, на меня будет очень-очень много внимания, повышенное внимание. Действительно, когда я в обычной европейской одежде, ну, хоть я не знаю, хоть бы я в шортах даже пришла, никто бы не удивился, никто бы не обращал. А если в саре, то как? Ну, это некрасиво, да, это было бы некорректно по отношению к нашей birthday girl. К Нихе. А, Парам говорит, что молодцы, да, здесь. Угу. Да нет, вот, сам плак. Говорит, никто здесь не обрывает. Ну. Говорит, вот только что он засек. Come make photo near Rose. भाविन बोलते मेरा रिश्तेदार है ऐसा नहीं Жена рвала. Малышка. भाविन बोलते मेरा रिश्तेदार है उन लोग ऐसा नहीं करते अभी के जाने वाला था केक है ना Хорошенькая девочка. इधर लगाओ एक Украсим ей прическу. Красиво ей с распущенными волосами. To you, happy birthday to you. Happy birthday, dear all family. Happy birthday to you. Значит, смотрите, день рождения был у Нихи неделю назад, потом на следующий день у ее мужа, и там, я не знаю, перед днем рождения Нихи у малышки был день рождения. И Артур говорит, а какой петь, как сейчас петь, как мы будем петь? То есть они вот как бы сегодня объединились и... Ой. Он откусанный. Объединились и отмечаем как бы все 3 дня рождения. И вот Парам, видите, как он спел, сразу отреагировал. All family, вся семья. С днем рождения вся семья. Почему-то Ниха решила, что сейчас надо разрезать торт перед обедом. Ну как, для меня это немножко странно. Я думаю, для многих из вас, потому что это как десерт. Сейчас перебьется аппетит. Мне после сладкого не хочется есть. Но... О, видите, фотографируется. Опять вот это вот любимое действие. Так, нам пожаловала гостья. Ты тоже хочешь тортик? А зубки болеть не будут? Да, обезьянка что-то ест. Яблоко какое-то. Ну вот и ешь, да. Эй, я не понял. Яблоко сдаешь? Вот, посмотрите, нас атакуют. Да. Вам тоже захотелось тортика покушать? Ну уж нет, посмотрите, сколько их много. Но это явно была идея, не... Вот, а Бавин решил покормить, поделиться с обезьянками. А попа у них не слипнется? Ничего? Как вам сладкое? Не навредит? Но учитывая то, что обезьяны здесь выхватывают у туристов чипсы, едят, господи, боже мой, посмотрите какие. Пьют различные напитки газированные, которые я даже Артуру не даю. Парам, no, this is not good. Я вообще не против того, вот, как бы нельзя кормить обезьян вот так вот. Все, они теперь нам не дадут спокойно здесь провести время. Вот я не знаю, вы мне... Господи, что?
Вот так вот надо есть. Бегом, бегом. Пока обедим. Боже мой, я тоже. Экстрим пати. Посмотрите, женщина вся в торте. Как это произошло? Тоже, наверное, экстремально ела тортик. О, good idea. Но, может быть, и не все, господи, все запачкались. Обезьяны, спасибо вам за веселье. Так, поиграли, наиграли, сейчас идем обедать. Видите, жители Матарана так часто отмечают свои праздники. Не обязательно быть постояльцем этого отеля, ну или любого другого отеля, имеющегося в нашем Матаране. А можно просто зайти, заказать столик. Естественно, предварительно надо договориться. Смотрите, сколько много. А, здесь. А куда? А, там руки помыть. Много людей, много постояльцев. Поэтому мы, кстати, подождали, наверное, полчаса. Мы после торта еще играли в бадминтон. Потому что, ну, из-за того, что главный зал, оказывается, сейчас ремонтируется. И мы сейчас в маленьком зале. Здесь, ну, не очень много людей помещается. И по очереди, получается, мы ждали, пока первая партия поест, уйдет. Сейчас наша очередь. Так, ну что, друзья, вот видите, нам раскладывают угощение по таким вот тарелочкам, тхали. Вегетарианские блюда мне уже, вот посмотрите, положили. Сейчас я разберусь, что здесь. По-моему, панир, картошка. Так, это бинди, салат. Ну, еще будут. Можно заказывать, ну, допустим, если я съем, мне что-то понравилось, можно попросить добавочку. Видите, за нашим столом все не поместились. Вот эта вот женщина рядом с Нихой сидит. Это, получается, тетя мужа. И там еще одна женщина, с которой я вас не успела познакомить, это соседка. И они, получается, вместе сели с Тришиной мамой, с Тришей, за вот там вот дальним столиком. Ну, вот так вот, да, действительно, здесь в Индии особо, ну, не принято, как у нас, да, сидеть за столом, разговаривать, песни петь, там, выпивать. Вот чисто, как говорится, сели, поели. И, ну, не разошлись, а вот мы еще, наверное, погуляем, поиграем. Здесь на территории много развлечений. А вот сейчас именно обеденный перерыв. Как говорится... Ой, посмотрите, здесь все подносят и подносят. Какое разнообразие. Ага, вот это вот, посмотрите, чечевичная подливка. Это, наверное, сладкое блюдо. Молочное. Кофта. Это десерт. This is sweet. Sweet. Да, говорит, это сладкое. Вот, и напитки. Чарс, да? Чарс. Молочный напиток. Остренький. Типа кефирчика нашего. Я его обожаю. I also want. So, чарс. For me, чарс, please. Так, я еще до сих пор не приступила к трапезе, все еще разносят, теперь лепешки. Вон, девочки уже едят. И мальчики. А мы с Бавином чего-то ждем. Why you not start eat food? Yes, we all together. А, говорит, я жду, когда все вместе. Он солидарен со мной. Так, лепешечки. Чапати какие пышные. Ой, как он ее полил, посмотрите, топленым маслицем лепешечку. Я так понимаю, что это тоже сладкое. Ну, я не раз вам показывала, там внутри как кокосовая начинка. О, тоже какую-то вкуснятину. Не, ну, а это девушка. Hi. Девушка подсказывает, что положить, она как следит за порядком, не знаю, может быть, она менеджер, she is manager. Ага. Yeah, and you know, Бавин говорит, я ее хорошо знаю, и она здесь работает, ну, как менеджером, следит за порядком. Видимо, еще, знаете, увидела, что я снимаю видео и хочет, чтобы все здесь обслуживали здесь по полному порядку нас, таких вот необычных гостей. Okay, you like this food? Good taste. You like? Ача? Кана ача? А, хорошо. Что? Вот? Пора.
Very tasty food. Which hotel is better, this or как я тоже отмечала день рождения в отеле, но мне там тоже понравилось, там у меня тоже были вегетарианские блюда, Парам говорит, что ему здесь больше нравится. Ну, не знаю, я еще, может, возможно, он это так сказал, потому что хочет сделать приятно Нихе, а возможно и действительно. Но просто там мне тоже понравилось, всем понравилось, где мы отмечали день рождения. Так вот, салатики. Все, я уже вижу, что Бавин хочет кушать, а из-за того, что я снимаю, он не начинает. Все, я выключаюсь и приступаю к трапезе. Ну что, друзья, мы поели, было действительно очень вкусно. Я не преувеличу, я сейчас специально вам показываю пустые тарелки, все съели. И просили добавку много раз. Ничего на тарелке почти не осталось. Вот это вот не считается, это соусы. И вот смотрите. Ниха предлагала сегодня не обедать, а ужинать, потому что вот, видите, отличается меню на вечер, ужин, и пицца здесь, и манчуриан, и суп. Ну, как суп меня особо не привлекает, но пицца действительно, и пани-пури, это очень вкусно, это я люблю. Потом гулаб-джамун, это десерт, мой любимый, Артуркин любимый. Не, ну ладно, окей, ладно. Фалода, это как мороженое, очень вкусный тоже десерт. Ну что ж, обед тоже был неплохой. Ужин здесь очень поздно, 8 часов только начало. В это время я уже не то что не ем, а уже готовлюсь ко сну. Особенно после сегодняшней веселой ночки. Я, скорее всего, 8 часов уже буду спать. Поэтому мы говорим, ну давайте лучше пообедаем, но если ты не против, она, ну хорошо. И собрались на обед. Значит, Артур сидел без тарелки, может быть, кто-то обратил внимание, сейчас объясню почему. Вот когда семья Нихи будет оплачивать, этот банкет считается тарелки. Сколько тарелок, столько, соответственно, там, я не знаю, ну, допустим, 1000 рупий тарелка, может, меньше, ну, я так, для примера, я не спрашивала. Вот, а так как Артур вот это вот все не ест, он только несколько лепешек съел и пил чарс. Я его перед походом накормила хорошо, но ему не нравится такая еда. Вот, поэтому мы не стали брать ему тарелку. Зачем? Ну, чтобы они зря не платили за него. Так, проходим кухню. Вот такая вот кухня здесь, не очень большая. Ну, все, как чистенько, аккуратненько. Все, спасибо большое. Так, сейчас я хочу еще показать. Where is your gift? Я хочу посмотреть и показать нашим зрителям, что Бавин подарил. Ну, I think Ниха must open. Что Бавин показал. А Бавин мне сам сказал, то вы скажете, что ты такая бесстыжая? Решаешь тут, кто хочет или не хочет. А мне Бавин сам говорит, покажи подарок, который я выбрал для Нихи. Что-то интересное. Ну, давай, Ниха, разворачивай. Open. Oh, clothes. What is this? This is like salwar kameez. And good color, да? Красивого малинового или красного цвета. Костюмчик, получается, туничка и штаники. And size? Which size? Large and Neha size. I think Ниха medium size. No, large. Да? I know. Говорит, я знаю, говорит, я разбираюсь. Говорит, я взял, ну, самый большой размер, получается. Я думаю, мне кажется, что у нее средний, medium. А Бавин уверяет, что... I am yoga teacher, so I know. Что? Говорит, я йога-тичер, поэтому я разбираюсь, сразу же понимает размеры. Потому что к нему обращаются в основном только женщины и как с целью похудеть, улучшить фигуру. Thank you. Бавин меня хочет еще чем-то накормить. So... After food, this egg. Может, надо было бы помыть? Very good. Ну ладно, вроде бы как это такой свеженький листик. Give me Давай first you. Давай, Бавин, сначала ты, а потом я. Ну? Я так не умею, как Бавин. Как он глаз. Фу, какая гадость. Да не, вкусно. Так оно горькое. Что ж тут вкусного? Вкусно? Реально тебе нравится? Но оно горькое и как прям вяжущее. Нет, извините. This is not tasty. Maybe you kindle me. Может, он разыграл меня?
Ребята играют в бадминтон. Очень популярная в Индии игра. Особенно я обратила внимание, в Южной Индии очень любят играть в бадминтон. Здесь все-таки у нас в Махараште самая популярная игра спортивная – это крикет. Но ничего, тоже, видите, играют. Особенно девчонки любят. Бавин хочет показать мастер-класс. Ну, действительно. О, только я хотела сказать, действительно у них классно получается. Как они стратили. Я обожала играть в эту игру вместе с Насимом. У нас, знаете, такой тандем с ним. Я на самом деле не очень хорошо в это играю и в детстве особо никогда не играла. Но вот именно с Насимом у нас получалось все круто. You remember how I played with Nasim this game? Very good. Better than with you. Да. Лучше, чем с Парамом. Nasim also good play. No, I'm not good play. Это вот у нас как-то вот именно вместе получается. Так, будем подводить итоги дня. Время я провела отлично, получила огромное удовольствие от общения всего и от еды в том числе. Вы мне в комментариях часто пишете, мол, Наташа, что, как ты вообще это все ешь? Это какая-то бурда, оно даже выглядит несъедобно, все какое-то все как однообразное. Но на самом деле я вот даже сегодня успела попробовать 2 новых блюда. Да, друзья, это несмотря на то, что я часто путешествую уже много лет в Индии и, казалось бы, да, уже все должна была бы попробовать. Но кухня очень разнообразная. Вот сегодня у нас была гуджаратская кухня. Мне понравилось. Этот штат находится недалеко от нас, по соседству. И, собственно, Бавин и его семья родом оттуда. В этом штате живут преимущественно зажиточные люди. В основном это бизнесмены, которые имеют возможность часто путешествовать. И вот когда они приезжают к нам в Матарам, они останавливаются в основном вот таких вот отелях, подстроенных под них, где вегетарианская кухня, где особый интерьер, и чаще всего такие отели, собственно, и держат гуджаратцы, вегетарианцы. Интересно, что в штате Гуджарата, это в наше-то время, действует строгий сухой закон, и там запрет не только на продажу алкогольных напитков, но и на хранение и на употребление. Собственно, я думаю, по этой причине гуджаратцы так сильно любят путешествовать по тем штатам, где такого закона нет. Так, что-то я отвлеклась, друзья. Значит, как я вам сразу сказала, действительно, мне все понравилось, посидели душевно. Но единственное, от чего я была не в восторге, так это от идеи разрезания торта на улице. Да, наверное, было бы гораздо удобнее и комфортнее сделать это в помещении и уже после обеда, да, разложить тортик по десертным тарелочкам. Но с другой стороны, да, не было бы таких эмоций, и видео бы получилось тогда каким-то скучным, душным. А так все, как говорится, в лучших традициях индийского кино. Да, когда мы возвращались обратно, получается, я уже на видео не снимала, я шла рядом с Нихой и с ее невесткой. И они стали рассматривать мою сумку. Стали ее трогать, спрашивать, а где я купила, ой, какая красивая, ой, какая классная. Я настолько была в шоке, это для меня настолько неожиданно. Сумка, ну, знаете, как специфическая, у меня такой нестандартный вкус. Сумка в стиле хиппи или этно, но я никогда не видела на Нихе, уйди, муха, я чуть себя не вдохнула, никогда не видела на Нихе что-то подобное, ну и, соответственно, на ее подруге тоже. Ну, а тут Ниха, так, знаете, откровенно сказала, что ей очень-очень понравилась эта сумка. Ну, и я как бы поняла намек и напомнила Нихе, что она может поменять ту сумку, которую мы ей подарили в классическом стиле. Она может прийти и поменять этого мужчины, продавца. Мы с ним договорились сразу. Это хороший Парама знакомый, в принципе, без проблем. И цена там практически одинаковая. И Ниха сказала, что да, пойдет менять. Так что похоже, что Ниха решила поменять свой имидж, свой стиль. Вот, ну и по дороге мы с ней договорились, что уже совсем скоро, буквально завтра-послезавтра, зайдем в гости к Приянке, узнаем, как прошла операция, все подробности, как себя чувствует малышка. Я очень рада за нее, что она решилась на этот шаг, но это только начало. На самом деле им предстоит еще очень долгий путь реабилитации, адаптации, нужно привыкнуть к этому, научиться разговаривать, нужно будет регулярно посещать логопеда. Вот, друзья, пожелаем им удачи, ну и, собственно, когда я буду у нее в гостях, постараюсь снять видео, ну или если не получится снять видео, потом вам расскажу. Все, мои дорогие зрители, спасибо вам огромное за внимание, всех люблю, целую, обнимаю, до скорых новых встреч, пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.